Всем привет! Это канал Loud Sound и рубрика «Громкие новости». В этом выпуске вы увидите подведение итога финала соревновательного формата РБР, сразу выход 3 долгожданных проектов и страшную аварию с участием Шоукара. Ну что, теперь можно смело говорить, что соревновательный сезон по автозвуку почти подошел к концу, так как первый финал состоялся и состоялся довольно удачно. 25 августа прошел заключительный этап, а точнее финал формата РБР в городе Саратов, в рамках которого было установлено 11 рекордов России, где Рустам на Газели показал средний рез 172.6 дБ, а самый громкий АЗ-13 более 177, став самыми громкими в ЦФО и ПФО с датчиком по центру. От слов к делу, как говорится, красавчики. Датчик замера фронта Грант и Коли Рябова показал рез 133.9 дБ, а тренаха Михаила Пижицкого оказалась на отметке ровно 139, где ребята стали также чемпионами России в данном формате. Соревнования посетило довольно много знаменитых проектов. Это и шоукары команды Медведь, Двинаха на Уралах с прошлого выпуска, Team SWAT, Team DevBonds, команда АЗ-13. Ну и как же не обойтись без конкурсов, которые частенько встречаются на этапах. Конкурсы для девушек были еще адекватные. Нужно было пробежать с пакетами на палке, заполненные водой, и не обронить их. А вот пацанам пришлось несладко. Нужно было схватить живого рака ртом и перетащить его в другую емкость. И вам не послышалось. Рака. Вонючее дерьмо, сука. Поверьте мне на слово, эти конкурсы еще более чем адекватные, если сравнивать с другими прошлыми. Как-то давно скидывали мне фотки про конкурс, так там тачку с землей просто-напросто обкидали. Отдельным вниманием я хотел бы отметить призовой фонд общей стоимостью в 2 миллиона рублей. И это только для финала. Не каждый формат может похвастаться такими цифрами. В качестве приза победителям вручали генераторы 320 ампер АЗ-13, усилители с ТЭЦом, ламповые УСИ, хорошие сабы и крутые кубки действительно хорошего качества. Мы строили и наконец построили! Ура! Такое вступление я поставил неспроста, потому что сегодня мы расскажем сразу о 3 долгожданных проектах, которые наконец-то вышли в свет. И первым таким проектом является Ford Explorer, который построили ребята Вася и Андрей со студии Прозвук. Те самые ребята, которые собрали семерку с сабами на крыше. Мы уже рассказывали о нем ранее, еще в 3-м выпуске новостей. Но тогда он только был приобретен и только строились планы по его постройке. И вот, собственно, сама постройка затянулась конкретно, потому что Ford был с крайне многострадальной судьбой. Ну а что, как говорят ребята... По-моему, у нас какая-то просто сумасшедшая способность покупать автомобили в не совсем хорошем состоянии. В 2014 году его впервые стали переделывать с целью первыми установить и переделать кузов и раму, чтобы положить американский равный джип на пузо. Что по сути и получилось, но при этом было крайне колхозно и недоделано. И уже в 2017 году он был приобретен нашими героями в крайне отвратительном состоянии, когда до самого автозвука сначала нужно было решить гигантское количество проблем, связанных со всем, чем только можно. Это разработка и изготовление новой задней подвески, усиление и переделка рамы, переделка всей пневмоподвески, ремонт ДВС, коробки передач, короче полный мрак. Но все хорошо, что хорошо кончается. Так и после долгих продолжительных мучений Ford все-таки не принял участь утилизатора, а наоборот стал куда интереснее и круче. Теперь он имеет хромированные 22-дюймовые тапки с пневмоподвеской и крутой подсветкой. Внутри расположены 2 Ural Patriot XXL в коробе Bandpass 4-го порядка и питающийся от Моника Ural 3500. Фронт состоит из 16 Patriot Neo, рупора D30 Neo и питание 220 ампер литий-титанат. Проект действительно получился интересный, и упорство ребят заслуживает уважения. Как и смекалка продавца, который продал им этот автомобиль. Уверен, он отчасти бухал еще неделю.
И следующий проект представляет команда со студии Soundway. Мы, кстати, тоже рассказывали о ней в прошлых выпусках, и более того, в том же выпуске, что и о Форде Прозвука. Погремушка, это ее кликуха, построена полностью на монобренде Урал. Это 4 саба Ultimatum, 4 3/5 Моника, 8 пар 8-дюймовых Patriot Neo и 4 пары рупоров Extreme. Они даже успели уже выступить на этапе формата МТ в городе Чебоксары, где заняли первое место в классе мастер, показав результат 158.3 дБ. Причем хочу подметить, что проект не имеет никакой брони и распорок, полный сток, только вибро. И такой результат не предел. Ребята обещают перепилить проект и достичь заветных плюс 160. Кстати, подпишитесь на канал пацанов. Очень приятно видеть, что в эпоху тупого хайпа, когда большинство блогеров пытаются выехать больше на совмесках, чем на создание интересного уникального контента, эти пацаны снимают качественно и с душой. А вот кто и переплюнул заветный плюс 160, так это Миша Бас Механик на своей белой панде. Да-да, наконец-таки выход этого белого зверя на топовом железе состоялся. И уже в Ессентука в классе фристайл был показан чемпионский результат 163.5 дБ. Кто сомневается по поводу ветренности проекта, так тут все нормально. 4 уфошки знают свое дело. Как я только что сказал, сама система панды состоит из 4 сабвуферов UFO 5, питающихся двумя 25 киловаттными моноблоками. По фронтальной части находятся 6 пар Solo 8 и 3 пары рупоров 3 девятки. На данный момент проект активно посещают различные этапы соревнований. Надеюсь, отметка уже установленного результата станет еще выше. Ведь Потенциал у этой стены есть. не так давно мне в ВК написал парниша с предложением своего проекта для новостей. И знаете, я просто не мог отказать. Лично я поражен его желанием и упорством достичь чего-либо. Речь пойдет о Егоре, который в 12 лет смог сам построить себе проект, хоть и домашний, по понятным причинам. Состав системы состоит из сабового звена MD-Lab SVB10 в ЧВ-коробе на 34 Гц. Усилитель всем уже известный старичок Blaupunkt GTA 275, играющий мостом в 4 Ома. Питанием же служит обычный блок питания от компа на 300 Вт. Как вы видите, система играет вполне себе годно, даже стекла флексят. Вот если честно, за все мое время увлечением автозвука я думал уже видел абсолютно все. И простые системы, и бразильские стены, и домозвук, даже мастерство Витимоца в установке динамиков Loud Sound. Но, блин, как я ошибался. Максим Орехов из города Волгоград представляет свой новый проект, или даже лучше сказать направление, под названием Table Sound или Столозвук. Сама конструкция представляет собой суперкомпьютерный стол с автозвуком и прочими приборами, которые напичканы электроникой до невозможного. Как говорит владелец проекта, в нем не только можно поиграть с кайфом в любые игры, но и навалить музыку на радость соседям. Макс, я б на твоем месте сильно не увлекался. А то придется, как пацанам с прошлого выпуска, переехать в подвал. Ну продолжим. По сборке компьютера стоит все самое топовое железо. Вместо мониторов используются два телевизора диагональю в 32 дюйма, которые объединены одним рабочим столом. А вот по составу аудиосистемы стоит магнитола Pioneer, усилители Sony Explode, 4-канальный Kix, 4 пары пищалок, 2 пары GVC и 1 саб, тоже марки Pioneer. Для контроля над системой стоит 8 датчиков, 4 вольтметра и 4 на температуру. Сейчас готовится новое компьютерное железо, охлаждение будет водяное. Также планируется переделка всей аудиосистемы, используя все железо от бренда Alphard. Из особенностей. Все компьютерное железо и аудиосистема находятся прямо под столом, а точнее под декоративным стеклом. Что-то похожее вы могли наблюдать в компьютере Afone, который изготовила команда HyperPC. И напоследок мы хотим рассказать об еще одном проекте, который представляют ребята из установочной студии Sound Pressure. Сама четырка не относилась к какой-либо команде и строилась только своими силами. Изготовлен каркас стены из бруса для 4 сабвуферов Pride MT15, которые питаются от усилителя Stetson 10500. Фронт же состоит из 6 пар Alphard MX60. Проект действительно имел хороший потенциал, так как система с плохим питанием показывала цифры в 153 дБ. Но вот незадача. 19 августа в 1 километре от города Тотьма Вологодской области произошло ДТП с их участием. Со слов ребят, они двигались на закрытие местных соревнований, но что-то пошло не так. Транспортное средство, которое ехало перед ними, дало резко по тормозам, и чтобы избежать столкновения, ребята свернули, чтобы объехать ее. А там встречка, и чтобы избежать столкновения со встречным транспортным средством, ребята свернули на обочину. Но и водитель внедорожника совершил точно такой же маневр. Лоб-лоб было не избежать.
К счастью, ДТП обошлось без жертв. Оформление стена как раз и не дала сложить четырку дальше. Скажу даже больше, железо осталось целым. Жалко, ведь проекту было от роду чуть более 2 недель. Но ребята не унывают и уже на следующем сезоне представят сразу 2 проекта. Один проект ВАЗ-2109, который уже находится в постройке, уже сварена клетка и нарисована фишка проекта. Это Пикачу на весь капот. Ой, блядь! Мне током уебало. Сука, ты, блядь, и человека нахуй убьешь, ебаный. Нахуй, нихуя девятку. Током реально уебало. Блядь, пидорас. Состав системы еще в разработке, но ожидается скорее всего на железе Альфар. Второй же проект в планах тоже четырка, которая пойдет на замену пострадавшей. Ну и завершим этот выпуск приятной новостью. На российский рынок поступили на продажу новые динамики Loud Sound. Мы увидим сразу 2 модели LS60 и LS65. LS65 обещают быть очень громкими. Самые громкие динамики во вселенной. И более того, это самые стабильные. И с очень ровной полкой. Обзор на первые динамики, пришедшие в Россию, уже сделал Миша М. И, если можно назвать обзором, Витя с Тёмой. Уверен, нас ждет обзор еще и от Саши. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. А на этом выпуск новостей подошел к концу. Всем пока, живите громко.